В этом видео расскажем про рыночную капитализацию криптовалюты. Уже через несколько минут вы будете знать про особенности оценки рынка и формирования цен. И в качестве бонуса дадим пару советов по выбору актива для инвестиций. Не переключайтесь. Это канал Крипто.ру, канал крупнейшего сайта о криптовалюте в Рунете. Итак, вы уже, наверное, подписались, нажали палец вверх, а значит начнем. С помощью параметра рыночной капитализации криптоактива трейдеры и инвесторы оценивают его перспективы, безопасность и прибыльность. Например, для торговли цифровыми валютами важна волатильность, изменчивость курсов. Она позволяет трейдерам получать иксы. Для оценки волатильности нужно учитывать капитализацию и число выпущенных монет или токенов. Сценарии анализа могут быть такими. Монета X эмитирована в большом количестве, но ее цена низкая. Маленькая стоимость говорит о возможных рисках. Много монет X содержит несколько человек. При этом они способны управлять котировками по желанию. Или монет Y выпущено мало, но стоимость высокая. В таком случае много Y тоже держит несколько инвесторов, однако они не могут значительно влиять на цену. Третий сценарий – монета Z имитирована в большом количестве, при этом цена высокая. В данном случае наличие китов тоже возможно, однако их обычно мало. Еще в этом сценарии киты не могут управлять ценой монеты Z. Для трейдеров этот сценарий означает, что криптоактивы слабо подходят для торговли, их волатильность низкая и сложно прогнозируется. Поэтому предпочтителен четвертый сценарий – маленькая цена монеты при небольшой эмиссии. Инвесторы же действуют по другой стратегии, их редко волнует волатильность. Вот сценарий анализа капитализации, как это делают инвесторы. Низкая капитализация, меньше $1 миллиарда. Часто это недавно запустившийся проект, но иногда показатель означает, что создатели просто не смогли собрать достаточно денег на разработку. Тогда потенциал проекта на рост очень низкий. Инвестировать в него не рекомендуется. Средняя капитализация от 1 миллиарда до 10 миллиардов. Это тоже может быть только запущенный проект. Часто показатели отражают перспективы разработчиков. Скорее всего, компания уже представила продукт в ранней версии и получила хорошее финансирование. Это говорит о высоком потенциале роста проекта. И третий сценарий – высокая капитализация, больше $10 миллиардов. Обычно это устоявшиеся проекты, которые уже получили огромное финансирование. Они стабильны и безопасны. Но потенциал таких криптопроектов минимален, доход от инвестиций будет относительно маленький. Второй сценарий наиболее приемлем для долгосрочных инвесторов. Проекты на начальном этапе развития с хорошим финансированием чаще остальных дают большую прибыль в течение нескольких лет. На курсы монет и токенов влияют два основных фактора. Предложение. Чем больше выпущено криптомонет, тем медленнее растет их стоимость. Инвесторам приходится вливать очень много денег для продвижения котировок. И объем торгов. При низком спросе курсы криптоактивов падают. Для увеличения стоимости нужны большие торговые объемы. На какие критерии ориентироваться при поиске криптовалют для покупки? Капитализация. Для долгосрочных инвестиций на капитализацию валюты. Выбирайте криптоактивы с общей стоимостью среднего уровня. Ликвидность. Актив должен быть востребован у инвесторов и трейдеров. Дорожная карта проекта. У разработчиков есть подробный план развития, они четко следуют ему. Еще один критерий – поддержка сообщества. Проект должен быть интересен пользователям. А на сегодня все. А как пользоваться онлайн-графиком объема рынка криптовалют, читайте в статье на нашем сайте. Ссылка останется в описании. Спасибо, что смотрите. Также рекомендуем другие видео на канале, например, обзор биржи FEMEX. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем хотите узнать в следующих выпусках. Пока-пока.